где граница этого проходит? Потому что, мне кажется, вот у каких-то людей есть защита на это, а у каких-то нет. То есть, кому-то говоришь там и страхи, и все, и придешь, и упадешь, и сглазят, и все, Да. не реагирует. Да. А другой человек стоит вообще, не знаю, кошка перебежала, и все, и 3 дня спать не будет. Да. Вот где вот это тоже, вот в чем кроется? Это в детских, вот именно это связано, во-первых, с нервной системой, да, с тем, как насколько человек восприимчив, как ребенок вот восприимчив был, да, и от того, как часто ему в детстве это повторили. Если мы все время приводили примеры, там про знаки, да, какие вот кошка подошла там, да, или что-то еще, там еще что-то случилось. Ну, в общем, у него, конечно, формируется уже этот стереотип, он уже замечает, обращает внимание на эти знаки и понимает, что все, то есть вот если там что-то случилось, значит это как бы вот точно, или там есть предвестники чего-то, да, стекло там, зеркало разбилось и так далее. Ну, на самом деле все это идет у нас еще традиционно из поколения в поколение, у нас же есть там свои ритуалы, да, есть свои какие-то там, да, мифы, скажем так, которые передаются из уст в уста. Наверное, еще когда совпадает, да, то есть знаешь какую-то примету, и тут раз она, ну, совпадение, да, произошло. Я говорю всегда, вот, да, я всегда говорю, кто ищет, тот всегда найдет, 100%. Кто ищет, тот всегда найдет. Да, но при этом, да, я сейчас просто на себя примеряю, потому что интересно на практике, да, например, не знаю, в приметы я верю, там, не знаю, головой ударюсь, вот хорошая примета, но при этом, если будут говорить что-то плохое, то есть я тут же ставлю блок, то есть вот прям тут же ставлю блок, то есть получается, где граница вот каких-то примет, и где граница вот этого своей какой-то психологической безопасности в этот момент, ты понимаешь, что как бы это к тебе не относится, это к тебе не относится, как бы, и пошел дальше. Ну, на самом деле, опять же, я повторюсь, что у каждого там своя, да, какая-то история про это, но я, когда ко мне обращаются с такими вопросами, например, да, я просто все объясняю языком научным. Да, я говорю, смотрите, вот, да, у нас есть приметы, ну, из поколения в поколение, да, у нас есть вот эти вот истории, да, но на самом деле, когда-то, когда вы еще были маленькими, вам про это сказали, и вы это сопоставили, наш мозг это запомнил. У нас есть там такое миндалевидное тело, да, которое про наш эмоциональный опыт, да, у нас есть лимбическая система, которая отвечает за весь наш эмоциональный опыт, и она очень быстро все схватывает. Это точно так же, как с панической атакой. Первый эпизод панической атаки, вот эта адреналиновая память, она остается у нас, она фиксируется у нас, и потом все это повторяется и повторяется из раза в раз, да. Но то же самое здесь. Когда-то мы услышали про то, что есть такая вот история. Мозг наш сопоставил, потому что так получилось, что стечение обстоятельств, да, мы говорим. Ну, хотя случайности не случайные. Вот. Все сложилось так, как должно было сложиться. Вот. И, значит, мозг наш запомнил это, и теперь каждый раз смотрите, что происходит. Мы как будто бы себя вот на это прогнозируем. То есть это как будто еще какой-то стимул у нас, понимаете? Ударился головой, все будет хорошо. Да, там еще кто-то пошел, там, да, точно, рука правая зачесалась, сегодня, да, там, ну вот что-то прибудет. Свои приметы, я еще говорю, деньгам. Я сейчас слушаю деньгам. Да, все, смотрите, на самом деле наш мозг так устроен, что все, что мы ему скажем, он воспримет, он ленивый, он у нас ленивый, да, и если мы его приучим к каким-то вещам, то на самом деле он будет очень хорошо нам откликаться. Вот когда у нас есть четкая установка, ну сейчас очень много разных на самом деле тренингов, курсов, огромное количество про это, там, про успешность, но на самом деле мозг очень хорошо приучается к тому, что мы ему вкладываем. Вот, ребят, то, что хотим, вот все исполнится. Единственное, что бойтесь своих желаний, да, это вот такая ремарка небольшая. А так, на самом деле, то, что мы там себе строим, какие-то целевые, какие-то установки делаем, вот каждый человек может про это вот точно, 100% понять у себя, да, и прям достичь того, чего он хочет. И то же самое касается и вот этих страшилок. Если у нас было такое послание, про то, что черная кошка – это неприятность. Вот мы будем искать эти неприятности 100%, да? А если человек скажет, да это все ерунда, на самом деле, черная кошка.
Ну что? А еще, Красивый цвет. да, ну черный, а еще он сделает, у него есть, он где-то там вспомнит, что у него есть классный оберег, он сделает так. Все, он себе оберег, да, сделал, да, он произвел некий ритуал, он что сделал? Он мозгу нашему сказал, да, то есть этот человек говорит, Но не работает, все, это не работает, все, вот это сейчас работает, у меня все будет хорошо. Да, ну поплюю, да. Не верю, но поплюю на всякий случай, да, через это плечо, да. Да, вот так будет спокойнее, да. Поэтому на самом деле все это, и даже говоря там про сглазы, порчи, особенно кто боится вот этих вот вещей, все это, знаете, имеет место быть, но это просто оценивается с точки зрения энергии. На самом деле, да, ну мы все, вы знаете, мы все часть вот этого мира, да, вот этой вселенной, мы все сейчас обмениваемся с вами энергией, вы чувствуете меня, это называется словом эмпатия, да, я чувствую вас и каждого по отдельности, и в общем, да, и естественно мы, как знаете, как маленькие такие электростанции, которые посылают друг другу какие-то импульсы и получают взамен. Ну вот, поэтому конечно, если кто-то говорит на кого-то, что ты, там, да пусть там тебе будет плохо, да, конечно, эта энергия будет поступать, то есть она этому человеку пойдет, вот эта отрицательная энергия, да, но если человек будет туда смотреть и бояться этого, говорить, ой, мне сказал плохо, мне будет плохо, ну, 100% будет плохо. А если он говорит, ну, что ж делать, я понимаю, там, ты разозлилась на меня, да, ну, понимаю, жалею тебя, да, жаль, это ты просто, ну, ты там, понятно, да, что-то с тобой случилось такое, там, у тебя обида очень сильная, ты мне там посылаешь какие-то проклятия. Вот в этом смысле очень хорошо мы как будто ставим блок. Мы жалеем, мы не смотрим туда, мы смотрим в позитивное. Ну зато ты, может быть, ты сняла благодаря мне свои какие-то фрустрации, позлилась на меня, да, у тебя там много накопилось, да, вот я вот такая, да, ты прооралась, у тебя там столько энергии в этом было, понимаю, ну хорошо, если я помогла тебе. Ну, к примеру. Thank you.